С какой коробки начнем? Давайте миксер оставим на самое последнее место, потому что это самое интересное. Привет, друзья! С вами Евгения и кулинарный канал «Это просто». Если вы впервые попали на мой канал, добро пожаловать! Рада приветствовать вас у себя в гостях. Здесь я делюсь только своими любимыми, проверенными, вкусными и очень интересными рецептами. Подписаться на мой канал можно прямо сейчас, нажав на красную кнопку внизу экрана. Также ссылку на свой канал я оставлю в описании под видео. Сегодняшнее видео будет особенное, потому что речь пойдет, пожалуй, о самом главном устройстве, которое превращает мое пребывание на кухне в настоящее удовольствие. Речь пойдет о планетарном миксере KitchenAid Artisan. Он приехал ко мне сегодня, но я мечтала о нем давно. И мою мечту в реальность осуществил мой муж. Спасибо тебе огромное. Я очень благодарна за такой подарок и сюрприз на мой день рождения. Сейчас мы это все положим, чтобы нам было удобнее все смотреть. И начинаем открывать. Двигаем ее в сторону, чтобы нам было удобнее. Итак, бумага. Она нам не нужна. Так, первая коробка – это мясорубка, овощечистка и протирка. Пока ее отставим в сторону. Следующая коробочка вот такая маленькая. Это насадка для приготовления колбас. Так, заглядываем дальше, смотрим, что внутри. Ну и, конечно же, сам планетарный миксер, самое главное, и большая коробка из этой посылки. Сейчас я эту коробку уберу, чтобы она нам не мешала, и будем рассматривать все более детально. С какой коробки начнем? Давайте миксер оставим на самое последнее место, потому что это самое интересное. Давайте будем распаковывать мясорубку, протирку и овощерезку. Конечно, это удобно, когда все находится в одном месте. То есть у вас нет отдельного миксера, отдельной мясорубки, отдельной овощерезки, потому что все эти приборы занимают большие места на кухне. А кухня, она, как говорится, не резиновая. Места на кухне много не бывает. Какая бы ни была большая кухня, она все равно маленькая. Так, при открытии коробок очень люблю запах нового. Итак, давайте я вам разверну и покажу. Вот так это все внутри выглядит. Достаем все лишнее. Так, первая коробочка выглядит вот так. Это, я так понимаю, протирка. Протирка специально разработана для работы с насадкой-мясорубкой на планетарном миксере и обеспечивает легкую протирку овощей и фруктов. Эта насадка позволяет готовить разнообразные пюре, соусы, муссы, джем, густые соки и нектары из ягод, мягких овощей и фруктов. Протирка великолепно перерабатывает и твердые фрукты и овощи, прошедшие термическую обработку, и может измельчать даже отварное мясо. Это прекрасное приобретение для тех, кто предпочитает круглый год иметь в своем рационе большое количество блюд из овощей и фруктов. Она незаменима для приготовления и детского питания, требующего особо нежной и однородной консистенции. Поэтому получать с такой протиркой отличные результаты не составит труда. Следующая коробочка – это овощерезка. Здесь 3 насадки: мелкая терка, крупная терка и нарезка кружочками. И последняя коробка из данного набора – это мясорубка.
Давайте ее я вам покажу поближе. Нет таких ингредиентов, с которыми эта усердная мясорубка не могла бы справиться. Поэтому готовить с таким помощником полезные, вкусные и свежие блюда вы сможете без лишних хлопот. Ну, все очень качественно. Беленького цвета, приятная на ощупь. Все детали мясорубки высокого качества, что обеспечивает равномерное и быстрое измельчение продуктов. Далее будем распаковывать овощерезку. Смотрите, как все сделано, как будто бы это набор какой-то очень дорогой косметики элитной. Здесь в кармашке лежит инструкция. И вот так выглядит овощерезка. В набор входит крупная и средняя терки. Третья насадка – это слайсер. Насадки терки быстросменные, их можно заменить буквально одним нажатием. Овощерезку присоединяем ко втулке и начинаем работу. Я взяла ролик с официального сайта, на котором очень наглядно показано, насколько быстро и легко можно измельчать овощи. Далее рассмотрим набор для приготовления колбас. Насадка для набивки колбас устанавливается на насадку-мясорубку. Она предназначена для приготовления натуральных колбас, сосисок и сарделек в домашних условиях. В комплект входят две трубки. Меньшая подходит для приготовления сосисок, охотничьих колбасок, легких колбас для завтрака. Большая удобна при набивке других разновидностей колбас, сарделек, шпикачек или гриль-колбас. Приспособление легко собирается и позволяет переработать несколько килограммов подготовленного фарша за считанные минуты. Все части насадки можно мыть в посудомоечной машине, так как они изготовлены из прочного высококачественного пластика, устойчивого к механическим повреждениям. Насадка совместима практически со всеми моделями планетарных миксеров KitchenAid. Самый главный прибор на кухне – это планетарный миксер. Начинаем распаковку. Итак, внутри коробки сперва я вижу вот такую брошюрку. Кроме базовых насадок, которые входят в комплект, у марки KitchenAid есть масса других разнообразных насадок. Мясорубка, насадки для пасты, соковыжималка, кухонный процессор, насадка для приготовления мороженого. В общем, чего там только нет. Сейчас будем его доставать. Это будет трудно сделать, потому что он очень тяжелый. Вот такой агрегат. Я бы сказала, агрегатище. Очень-очень тяжелый. Прям, наверное, килограмм 15. Ну что же, вот и появился миксер на моей кухне. Он, кстати, идеально в нее вписался. Он не кажется каким-то большим или громоздким, довольно компактный. Кстати, еще и красив, как и вся техника KitchenAid. Поэтому он является бесспорно украшением в моем интерьере. И вы, наверное, спросите, за что я влюблена в этот миксер. Прежде всего, я начну с его внешнего вида, с его узнаваемого и безупречного внешнего вида. Посмотрите, какие у него идеальные изогнутые линии. Стоит на него лишь раз посмотреть, и не влюбиться просто невозможно. Я думаю, комментарии здесь будут излишни. Я выбрала цвет красный. Я считаю, что это самый узнаваемый, самый универсальный цвет из всей линейки KitchenAid.
Он впишется в любой интерьер кухни. Миксер выполнен из металла, все детали покрыты глянцевой эмалью красивой. Ввиду того, что он металлический, все детали металлические, он довольно увесистый. Давайте я вам сейчас переверну и расскажу, что находится с другой стороны. И с учетом того, что он тяжелый, у меня закрадывается мысль о его надежности и долговечности. У основания миксера есть силиконовые мягкие прокладки, которые позволяют ставить миксер на любую поверхность, не повреждая ее. И с помощью них миксер стоит очень устойчиво. Давайте проверим его на шумность. Первая скорость. Шум есть, но если даже включить на самую высокую скорость, то я думаю, вы меня слышите, и она не такая уж и громкая. Также при работе миксер не шевелится, как это бывает с другими миксерами, которые, допустим, смешиваешь какое-то тугое тесто для вареников, пельменей, либо каких-то булочек, и даже чаша миксера может шевелиться. Такого в этом миксере нет. В комплекте идет металлическая чаша из нержавеющей стали. Она очень удобная, компактная, но ее объем 4,8 литра. Этого достаточно будет для приготовления большого объема теста. Еще дополнительно я приобрела вот такую чашу. Она полностью стеклянная, идет с вот такой крышкой силиконовой. Она плотно защелкивается и не дает заветриться ни крему, ни тесту. Также чаша сделана с удобным носиком для слива жидкостей и мерной шкалой. После нескольких раз использования миксера я вам скажу, что это очень удобно. С одной стороны шкала измерения написана в миллилитрах, с другой стороны в кружках. Ну и, конечно же, самые главные вещи в миксере – это насадки. Я чаще всего использую вот такую насадку, насадка венчик. Я ее использую при взбивании всевозможных кремов. Часто делаю торты из мусса, допустим, 3 шоколада. Рецепт этого вкусного торта есть у меня на канале, вы его найдете в плейлисте «Торты». А также есть еще вот такая насадка лопатка. Я ее использую при замешивании заварного теста, либо песочного. Она идеально смешивает все ингредиенты. Также в комплект входит насадка крюк. Она предназначена для замешивания более плотного теста. С ее помощью можно легко приготовить тесто для пельменей, вареников, либо какого-то хлеба. Насадка с гибким силиконовым ребром предназначена решать сразу две задачи. Тщательно перемешивать ингредиенты, и когда тесто достигнет нужной консистенции, стенки чаши можно легко и удобно очистить от остатков ингредиентов с помощью гибкого силиконового ребра. В общем, своей покупкой я полностью довольна. Если остались вопросы, пишите их в комментариях, обязательно все прочту и каждому отвечу. А вы готовьте чаще, радуйте свою семью вкусной домашней выпечкой. Не бойтесь экспериментов на своей кухне. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».